Всем привет! Наконец-то компания Xiaomi совсем скоро предложит своим фанатам, а также простым пользователям долгожданный молодежный смартфон под названием Xiaomi CV2. Данный гаджет мы получим уже к концу сентября, и это радует. Напоминаю, особенностью смартфонов Xiaomi CV и CV1S стал рекордно тонкий и легкий корпус. Будем надеяться, что Xiaomi CV2, слухи о котором летают с весны, будет следовать в том же направлении, и мы получим действительно мощный и элегантный смартфон. Как мы помним, в Xiaomi CV1S применен процессор Snapdragon 778G+. Чип объединяет 8 вычислительных ядер с тактовой частотой 2,5 ГГц, графический ускоритель Adreno 642L и модем Snapdragon X53 5G. А вот новенький Xiaomi CV2 оснастили новой однокристальной системой от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 7 Gen 1. А это на минуточку 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 20 мая 2022 года и изготавливается по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет одно ядро Cortex A710 на 2,4 и 3 ядра Cortex A710 на 2,3 ГГц, а также, конечно же, 4 ядра Cortex A510 на 1,8. Также уже сегодня известны практически все технические характеристики данного девайса, и они, честно говоря, удивляют. Итак, основные фишки смартфона Xiaomi CV2 — это прошивка MIUI 13 на базе Android 12 из коробки, AMOLED-дисплей на 6,55 дюймов, тройная основная камера и аккумулятор с быстрой проводной зарядкой мощностью 67 Вт. А теперь поподробнее. С вами канал Первый обзор. Поехали! Первое, что хочется отметить, смартфон Xiaomi CV2 под кодовым названием Z уже появился в коде программного обеспечения MIUI. Это нам говорит, что ждать выхода смартфона осталось недолго. Также, что немаловажно, Xiaomi CV2 должен изначально из коробки получить прошивку MIUI 13 на базе Android 12. Основные фишки оболочки — это кастомизация внешнего вида, новый фирменный шрифт и обои, новая анимация и виджеты, качественный виброотклик, технология Turbo 2.0, повышенная конфиденциальность, расширение оперативной памяти, функция MIUI Plus для планшетов, технология Focus Computing 2.0, улучшенная энергоэффективность, а также функции Mi Magic Center и MIUI Family и многое другое. Однозначно устройство немного позже обновится до свежей операционной системы Android 13. Xiaomi CV2 будет иметь дисплей Full HD плюс AMOLED с частотой обновления 120 Гц на 6,55 дюймов. Для многих людей OLED-дисплеи, скажем прямо, это большой минус, но стоит отметить, что есть множество плюсов. Основное — это, конечно же, насыщенность цветов. Если вам важно качество изображения, то выбирайте смартфон с OLED-экраном. У такого дисплея цвета будут насыщенными и яркими, в отличие от IPS матриц. Также экран будет поддерживать расширенный динамический диапазон, то есть Dolby Vision. Напоминаю, технология, созданная для видео с широким динамическим диапазоном HDR. И хотя HDR в видео отличается от фото HDR, в целом они преследуют одни и те же цели: показать широкий динамический диапазон, более детальный как в ярких, так и в темных местах изображения одновременно, что, на мой взгляд, является большим плюсом. Также смартфон Xiaomi CV2 получит сканер отпечатков пальцев под дисплеем. Смартфону приписывают тройную основную камеру и технологию быстрой проводной зарядки Xiaomi мощностью 67 Вт. Скажем прямо, неплохой результат для среднебюджетного смартфона. Блок питания на 67 Вт можно использовать для зарядки других смартфонов, ноутбуков и различных аксессуаров. Единственный порт USB-A позволяет заряжать устройство при мощности 15, 27, 33 и 67 Вт. Адаптер имеет несколько степеней защиты, включая защиту от скачков напряжения и перегрева. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом компания Xiaomi удивляет многочисленных фанатов, а также простых пользователей. Как вы знаете, Xiaomi CV — это действительно очень хороший смартфон.
Самое главное, что он мог предоставить тонкий и элегантный корпус, потому что сейчас в основном все смартфоны похожи друг на друга. А вот тонкий корпус, на мой взгляд, это уже, скачок в новую эру. Так вот, Civi был очень интересный смартфон, потому что он получил достаточно неплохой процессор. Как мы можем узнать из видео, Xiaomi Civi 2 получит просто нереально крутой процессор Snapdragon 7 Gen 1. Это вообще очень-очень хороший процессор для среднебюджетных гаджетов. Во-первых, он может предоставить нам в самые производительные игры на 2022 год, как минимум средние настройки, что радует. Как вы знаете, в Xiaomi Civi 1S стоял процессор Snapdragon 778G+. Это также хорошее решение, но все-таки Дракон 7 Gen 1, это просто восхитительное решение в среднебюджетном смартфоне. То есть игры будут летать только на ура, никаких проблем вы не будете испытывать. Второе, что хочется отметить, это, конечно же, быстрая зарядка на 67 Вт. Это очень важно, потому что вы поставили телефон на зарядку, за час плюс-минус телефон зарядился, и вы используете его дальше, что, конечно же, радует. Третье. Плюс это, конечно же, цена. Какая именно цена на данный момент неизвестно, но Civi в том году нам предлагал очень интересный ценник. То есть смартфон действительно стоил недорого. Это средний бюджетный смартфон. Это не бюджетный смартфон и это не флагман. Но цена будет практически на том же уровне, что и Civi первого поколения. То есть Xiaomi Civi 2 будет столько же стоить, как Xiaomi Civi при выпуске. Это вы должны понимать. Вот такой смартфон получился. А покупать ли данный смартфон, решайте только сами. С вами был канал Первый Обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока. Одну минуточку и мы продолжим. Я напоминаю, что сейчас всем полностью блогерам из стран Беларуси, России, Украины очень тяжело выпускать видео. Почему? Потому что YouTube на данный момент, к сожалению, не платит нам. Мы не получаем вообще денег из видео. И чтобы нам продолжать выпускать ролики, нужны, какие-то деньги. Они минимальные, но все же они нужны. И если вы хотите поддержать меня, пожалуйста, можете оформить подписку, чтобы получать какие-то ништяки и так далее. Также напоминаю, что сейчас у меня есть канал в Яндекс.Дзен. Пожалуйста, подписываемся туда, там выходят ролики регулярно, часто, так же как и на YouTube.